В этом выпуске мы избавимся от головных болей при помощи фломастера. Очень часто головная боль идет из-за перенапряжения мышц трапеции и подзатылочных. Там образуются триггерные точки. Это такие патологические уплотнения, которые можно убрать при помощи специального давления на них. Итак, с вами доктор Демченко. Поехали! Феномен этих патологических зажимов в мышцах и то, куда они отстреливают, было разобрано Симмонс и Тревел в небольшой книжке по миофасциальным болям и дисфункциям. Там описано каждая мышца и каждое уплотнение в ней и какие симптомы они дают. Мы выберем 4 самые классические триггерные точки, которые обуславливают головную боль. Итак, поехали. Первая точка в трапециевидной мышце. И она часто появляется из-за того, что мы много сидим за компьютером или в мобильном телефоне. Ее местоположение на переходе от шеи к плечу по задней поверхности. Вот здесь. Когда вы ищете триггерные точки, используйте фломастер как щуп. Надавливаете сильно и глубоко. Мы ищем болезненное уплотнение, при попадании в которое будет не только локальная боль, но и воспроизводиться та боль, которая вас беспокоит. Нас интересуют именно такие триггерные точки. Итак, сначала прощупываем. И когда вы находите болезненное уплотнение, перехватитесь так, чтобы создать высокую опору. И силой надавите на точку. Далее, очень важно долго и не меняя нагрузки удерживать давление. Мы будем давить примерно около минуты. Но если не опираться на время, а на ощущения, то должны быть следующие ощущения. Первые 10-15 секунд должно быть очень больно. Далее, через 15-20 секунд боль должна уменьшаться, и у вас должно быть такое ощущение, как будто вы меньше давите на точку. Но на самом деле давление тоже. Через примерно 30-40 секунд вы почувствуете резкое уменьшение болезненности и потепление в этой зоне. Это как раз то, чего мы добиваемся. Что это за технология? Это ишемическая компрессия. Дело в том, что для того, чтобы поддерживать спазм, мышц требуется энергия в виде молекул АТФ. А молекулы АТФ приходят с кровью. Если вы хорошо зажимаете точку, то вы прекращаете там кровоток и, соответственно, поступление энергии. И мышца оказывается перед выбором: умереть или расслабиться. И в 100% случаев она выбирает второй вариант. Итак, мы нажимаем, ждем первые 15 секунд, ждем расслабления. И когда уже все потеплело и расслабилось, ждем еще 20 секунд. Это примерно минута-полторы минуты. Вот таким образом удерживаем давление. Вторая точка находится на стерноклейдомастоидус или на грудино-ключично-сосцевидной мышце. Это мышца, которую мы можем найти вот здесь. Она очень хорошо видна, если вы немного задержите голову и надавите головой на руку. И здесь вы увидите, как она хорошо контурируется. Где-то в середине этой мышцы может находиться вторая триггерная точка, которая может давать интенсивный отстрел в голову. Можете сначала найти эту точку рукой. Когда вы ее нашли, обязательно проверьте, она имеет локальную болезненность или уходит в голову. Если уходит в голову, то берем фломастер боком и прижимаете к этой точке боком. Не нужно делать такое давление, делаем боковое давление. Можете также удерживать голову на опоре, чтобы голова и шея были расслаблены. Удерживайте точку точно таким же образом, как в первом случае, до полного расслабления и потепления в этом месте. Не переживайте, вы не передавите себе сонную артерию, позвоночную артерию. Никаких неприятных ощущений быть не должно. Но если вдруг вы зажали как-то неправильно и сильно кпереди от стерноклейдомастоидус, где проходит сонная артерия, вы можете почувствовать интенсивную пульсацию под фломастером. Сознание вы не потеряете, ничего страшного не будет. Просто если вы почувствуете пульсацию под фломастером, поставьте карандаш не так, а больше сбоку. Ничего плохого не произойдет. Следующая точка, которая очень часто дает головную боль, находится под затылком. Мы нащупываем сосцевидный отросток. Это самая выпирающая вниз костная часть черепа. Вот здесь. Это получается немного за ухом. И отходим немного от него вниз и
ближе к позвоночнику. Примерно вот здесь. Перехватываете фломастер вот таким образом. Поставьте голову на вторую руку для того, чтобы расслабить шею. Найдите эту точку. И когда вы хорошо прицелитесь и найдете наиболее болевую точку, прижмите ее таким образом, чтобы фломастер придавливал мышцу к затылочной кости. Не двигаем в сторону шеи, а двигаем в сторону затылочной кости. Прижали и удерживайте. Также первые 10-15 секунд боль может быть интенсивная и даже может разгоняться. Очень хорошо, если она отдает и имитирует ту боль, которая вас обычно беспокоит. Таким образом, мы продавили основные точки на шее. Есть также дополнительные точки на височной мышце. Здесь у нас находится на виске жевательная мышца, на которой также очень часто находятся болевые триггеры, которые будут влиять на головную боль. Для их поиска также используйте фломастер. Примерно в средней части мышцы поищите наиболее болезненные места. Как при нахождении надавите и удерживайте до расслабления и потепления. Возможно, по ходу мышцы вы можете найти несколько таких точек. Эти методы очень хорошо работают, если ваша головная боль начинается в затылке, проходит через висок и уходит в глаз. Иногда это бывает в виде двухсторонней боли, иногда в виде односторонней шейной мигрени. Дело в том, что все эти триггерные точки обусловлены неправильной позицией сидя во время работы за компьютером и использования телефонов. Поэтому, как профилактика данной проблемы, используйте более правильную позицию, сидя за рабочим местом, и поменьше сидите в мобильных телефонах. Исполняйте данную технику один раз в день, примерно в течение недели. Я очень часто использую для снятия триггерных точек очень быстрый и эффективный метод, который называется dry needling, то есть сухое обкалывание, когда в эту мышцу втыкается китайская иголочка и снимается спазм очень быстро и эффективно. Если это видео соберет 1000 лайков, то мы специально для вас снимем видео с приемом пациента с головной болью, где я использую dry needling для быстрого снятия симптомов.